Трейдинг — это покер, в котором ты сам выбираешь свои карты. Друзья мои, решил для вас сегодня снять классический разгон по программе All-In. Все как вы любите. И в голову мне пришла одна очень интересная мысль. Трейдинг и покер — это же похожие вещи. Я думаю, что они во многом могут рассказать друг о друге или даже чем-то дополнить. Одним словом, сравнение будет интересным, как мне кажется. Плюс к этому я поторгую сегодня по новой торговой стратегии и расскажу вам ее суть. Покажу настройки индикаторов и как ее использую именно я. В трейдинге, кстати, тоже есть свои козыри, и если вы хотите их узнать, то обязательно смотрите видео до конца, и вы получите практически беспроигрышную торговую стратегию. Итак, друзья, коллеги-трейдеры, для начала вникнем в нашу торговую систему. У нас два индикатора, первый полосы Боллинджера, второй Эвисом осциллятор. Он дает нам вот такие чудесные сигналы. Зеленые столбцы означают рост, фаза роста, мы торгуем лонг, и красная зона, стадия падения, торгуем шорт. Это основа принятия решения нами сегодня. Обратите внимание, как наглядно совпадают данные индикатора с движением цены на графике. Одно удовольствие смотреть. Вот еще один наглядный пример, который показывает нам также своевременный сигнал в лонг. Удобно, эффективно, наглядно, просто. Это еще не вся наша система. Эвисом осциллятор дает нам фон, а вот Боллинджер позволяет нам находить лучшие точки входа в рынок. Речь идет о вот таких отскоках вверх и вниз. Достаточно просто фиксировать разворот у границ канала, в которой заключена цена, и торговать в противоположную сторону. Прекрасно. Возможностей для реализации этой торговой системы будет сегодня очень много. Также у нас есть, кстати, дополнительный сигнал, это пересечение центральной полосы Боллинджера. Здесь мы просто входим на основе пробоя. Если он есть, открываем сделку в сторону пробоя. И все. Наверное, я показал вам достаточно. Нет, настройки. 14,2 это период Боллинджера. Пожалуйста, скопируйте, сделайте скриншоты. Можете также поработать с его визуалом. Это все абсолютная вкусовщина. На свой выбор. В целом все готово. Меняю график и начинаем торговлю. Поехали. Еще одна общая характерная черта для покера и трейдинга. Здесь нужно постоянно развиваться. Согласитесь, у вас никогда не получится выучить всего одну комбинацию карт и с ее помощью выигрывать каждую раздачу. Чтение литературы, слежка за цены и бесконечные тренировки. В этом и кроется секрет успеха. Одним словом, вы должны жить игрой. Как там, так и здесь. В трейдинге все то же самое. Именно для этого я и веду свой телеграм-канал, друзья. Там я на ежедневной основе публикую новости финансового рынка, лайфхаки по торговле и торговые стратегии. Если хотите получать информацию от меня самую актуальную, первее всех, то подписывайтесь на телеграм, ссылки оставлены в описании к этому ролику. А потом возвращайтесь и продолжим сегодняшний разбор. Поехали. Австралийский доллар, канадский доллар. Первую сделочку открываю в лонг. Что мы видим? Эвисом осциллятор у нас зеленый. При этом наш актив стремится вот к этому уровню. Сейчас будет пробой его, а затем, возможно, движение к следующему уровню. Мы движемся у верхней границы Боллинджера, и все сигналы к росту совпадают. Осталось убедиться в конкретности нашего прогноза в течение минуты. Да, друзья, все прекрасно. Пока есть время, давайте начнем нашу сегодняшнюю тему. Трейдинг и покер довольно похожи. Представьте себе типичного профессионального картежника. Он не садится за стол и сразу не ставит все ва-банк. Даже если он сидит с тузами. Потому что он знает, даже лучшие карты могут проиграть. Его задача не выиграть одну раздачу, а постепенно за сотни тысяч рук реализовать все свое статистическое преимущество. При этом он готов идти на риск, если знает, что это оправдано. То же самое и в трейдинге. Начало положено, ребят, мы меняем график и можем продолжить сегодняшний разгон. Поехали. Британский фунт канадцу, тоже откроемся здесь в лонг. Повторим все для закрепления материала. Смотрим, Эвисом осциллятор зеленый. При этом прошла зеленая свеча. Думаю, что вот эта красненькая сейчас у нас полностью поглотится в сторону следующего уровня сопротивления. Ладно, ждем. Почти минута. Это все в нашу пользу. Настоящие трейдеры умеют ждать, правильно? И это также имеет общие черты с картами. В покере на бирже главный враг не рынок, не другие участники, а ты сам. Твоя жадность, которая не дает тебе вовремя зафиксировать прибыль. Твой страх, который заставляет тебя продавать актив при первом же каком-то сомнении. Упрямство, которое заставляет дождаться возврата, когда рынок идет не туда.
И трейдеры, и игроки в покер, они должны иметь железные нервы. Играя с плохими картами или открываясь в лонг на красной свече, без этого успеха не видать. Я тем временем снова фиксирую прибыль, планирую сменить график. Давайте это сделаем. Друзья, опять лонг, повторим это. Давайте разберем до конца все, чтобы вы поняли. Эвис осциллятор указывает на рост, при этом прямо сейчас пробивается вот этот уровень по линиям Боллинджера. Супер. Можно ждать. Буквально та же ситуация. И это нормально. Ведь мы торгуем по системе. Системность, кстати, это еще одна общая черта покера и трейдинга. Успех основан на следовании общим правилам и своей стратегии вопреки эмоциям. И в покере, и в трейдинге малейшее отклонение от плана ведет нас к убыткам. Хотите играть в карты, но если у вас нет четкого плана, ваши партнеры по столу будут в восторге. Просто подарите им свой банк. Также и в трейдинге. Тут всегда рады новичкам, но прежде всего как донорам, чьи деньги заберут матерые акулы с Уолл-стрит. Единственное решение — это система, без которой делать здесь попросту нечего. Позади еще одна легчайшая сделка в мою копилочку падает. Мы увеличиваем баланс ва-банк и продолжаем на другом графике. А вот момент, который обещает нам очень многое. Конечно же, в сделке в лонг восходящая тенденция по Эвис осциллятор, общий рост. От Боллинджера отскока пока что нет, поэтому торгуем бычку. Здесь все как нельзя просто. Продолжаем, давайте сравнивать трейдинг и покер. Если вы в нашем деле хотя бы неделю, то уже должны знать, что такое вовремя остановиться. Вернее, вы уже явно это почувствовали на себе, если игнорировали этот принцип, да? В покере важно вовремя встать из-за стола и забрать свои фишки. В трейдинге нужно уметь своевременно закрыть торговый терминал. Иначе, как говорится, быть беде. Во-первых, нужно уметь правильно воспринимать потери. Профессионалы принимают убытки, это их неотъемлемая часть. Они не пытаются отыграться, они хладнокровно фиксируют убыток и переходят к следующей возможности. Я фиксирую прибыль, уже готовлюсь повторить эту сделку. Думаю, что стоит оформить мою последнюю мысль. Проигранная раздача или убыточная сделка — это просто плата за возможность заработать. Не стоит возводить это в абсолют. Нужно уметь принимать и, главное, вовремя останавливаться. Новая сделка, также лонг. У нас здесь пока нет красных свечек, хотя актуальная уже начала нас немного подводить. Как я уже сказал, трейдеры умеют ждать, друзья. Поэтому мы вернемся к ожиданию. А вот, кстати, уже слегка притянуто за уши. Кстати, в покере обман, игра, лицедейство и манипуляции – это сердце игры. В трейдинге также много подобных вещей. Речь идет о ловушках, быках и медведей. Манипуляциях, котировках, о сквизах цены, захвата ликвидности. Все это коварные уловки, которые нам устраивают агрессивные участники рынка. Тем, кто блефует в трейдинге, важно, чтобы ты либо поспешно вышел из позиции, либо зашел тогда, когда это делать не нужно. Вот только для такого обмана используется сам рынок и движение цены. В покере все немного иначе. Твой оппонент перед тобой, ты видишь его лицо и пытаешься прочесть его намерения. Он может блефовать, но только для того, чтобы ты сделал фолд, да? Отказался от борьбы в раздаче. Еще одна сделочка. Сейчас мы будем менять направление сделок. Дождались сигнала на понижение, видимо отскок от Боллинджера. У меня уже 165 баксов есть. Поехали. Отскок теперь сформирован, так как есть красная свеча после касания границы канала. При этом Эвис осциллятор уже тоже красный. А значит, мы фиксируем генеральную смену тренда. И ждем ее реализации. Пока ждем экспирацию, я выделю еще одну очень явно общую черту покера и трейдинга. Это фокус на банк-роле. То есть на совокупной сумме доступных средств на вашем банке, другими словами. Садясь за картежный стол, вы знаете максимальный размер своих денег, которые можете потерять в одной раздаче. Ваш стек. Даже проиграв самую крупную раздачу, вы не можете
потерять больше, чем лежит перед вами. Да? Риск управляется через выбор столов и решение о входе в игру. Какая сумма? В трейдинге у нас все абсолютно то же самое. У нас есть торговый счет, ни больше, ни меньше. Так, друзья, лично я заработал уже больше 200 баксов, и на этом я ни капельки не намерен останавливаться. Мы будем продолжать. Думаю, что здесь можно еще открыть сделку без длительных пауз. Рынок очень красноречиво указывает на падение. Так что мы смело с вами сейчас отработаем его в шорт. Продолжая тему банкролла, у нас появляется просто полное совпадение. Принципы управления капиталом одинаковы. В покере существуют строгие правила. Например, консервативные игроки рискуют не более 1-5% от своего общего банкролла на одном столе. Это значит, что даже серия из 10 неудачных раздач подряд не выбьет их из игры. Они просто пересядут за стол с меньшими блайндами. То есть в покере используется принцип выживаемости депозита через минимализацию риска. То же самое и в трейдинге. Торгуя по классической схеме, мы также рискуем максимум 5% в сделке. И если у нас сегодня фиаско, даже не нужно переживать и уходить за другой стол. Меняем размер риска и торгуем дальше. Так, друзья, тем временем моя сделка плавно подходит к концу. У нас есть еще один сигнал для перезахода в рынок. Мы начнем его отрабатывать с новой минуты. Если сигнал сохранится, то мы продолжим торговлю на снижение, так как это будет пробой центральной линии. И кажется, что да, я в позиции. Шортим. Почти уверен, что теперь движение вниз только ускорится. Центральную линию, как я сказал, мы пробили. Эвис осциллятор тоже красный. Кстати, мой начальный заход в рынок с намерением буду торговать all-in – это полное игнорирование управления капиталом. Это как профессиональный покер-игрок поставит весь свой банкролл на одну руку с тузами. А ведь их могут побить, правильно? То есть в долгосроке вероятность успеха при таком подходе стремится просто к нулю. Что я не советую вам торговать. Тут есть нюанс. Я начал с 15 долларов. И в случае чего только 15 долларов я и потеряю. Поэтому я могу себе это позволить. Каждый раз реинвестировать всю свою прибыль в сделку. Если будет убыток, уже на этом этапе будет, конечно, обидно. Но именно так и работают разгоны. Большой доход, скромный минус. Ну и, естественно, вам, как новичкам, нужно торговать по золотому правилу. 5% от своего баланса, не больше. 605 долларов, друзья, очередная сделка в плюс, бомба. Мы навели на этом графике суету. Кстати, можно выявить первое кардинальное отличие трейдинга от покера. В покере у нас не будет поиска отличной ситуации, в которой заморозятся правила игры. Отвлекут на вход. У нас тут сделка. Так вот, друзья, у гриндера на руках будут то сильные карты, то слабые. За столом будут разные люди, разные ставки. Каждая раздача в покере это скорее рандом с едиными принципами. А в трейдинге все не так. В нашем ремесле есть логика и анализ изначально. При этом мы можем находить определенные структуры и торговать только по ним. Как здесь и сейчас я уже долго сижу на одном и том же графике и просто стригу бабло. Правильно? Именно это я имел в виду в начале, когда сказал, что трейдинг это покер, в котором ты выбираешь карты. Можешь набрать себе шестерок и вольтов, либо строить флеш-рояль, full house и из раза в раз играть в раздаче. Твои правила. Поиск нужных тебе карт – это и есть технический анализ и фундаментальный анализ. То, что в покере отсутствует и быть не может. Конечно же, в этой ситуации игра становится хуже торговли. Так, друзья, очередная плюсовая сделка, бомба. Чисто из принципа я хочу показать вам силу этого тренда, поэтому продолжу торговать на этом графике. Если тенденция есть, то упускать ее не стоит. Здесь у нас ярчайший пример разворота вниз. Индикаторы показывают явные сигналы. Я снова вхожу в короткую позицию. Давайте подметим еще одно ключевое значение, которое появилось у нас. Роль удачи. В покере везение значит многое, согласитесь. В конечном итоге твои карты в руках зависят только от случайности. А вот как ты распорядишься ими,
это уже твой навык и опыт. Впрочем, тут стоит отметить ситуацию, когда просто не везет, и сделать с этим ничего не получится в таком случае. В трейдинге есть иной принцип, подход. Удача также, конечно, присутствует, но полагаться на нее ни в коем случае нельзя. Фортуна в торговле – это, скорее всего, медвежья услуга. Лучше вообще отказаться от этого термина, не верить в свою удачу и ожидать, что каждая следующая сделка закроется в минус. Тогда подключается уже что-то более стоящее, логика, хладнокровный анализ и выбор лучших ситуаций, которые только можно себе позволить. У тебя не несколько карт в руке, перед тобой весь финансовый рынок, понимаете? Очередное торжество у меня на графике. Надеюсь, вам нравится происходящее, особенно когда вы видите такое. Согласитесь, да? Такое вряд ли получится с первого раза. И это моя далеко не первая попытка. В трейдинге нужен только анализ и правильный выбор момента для сделки. Люди тебя не ждут, заходи в игру тогда, когда считаешь нужным. Это тоже, кстати, что касается отличий. Ты играешь против всех, отлично, значит, у тебя всегда найдется какой-то партнер. Здесь ты не играешь против всех, здесь ты играешь против себя. Ты не ограничен одним столом, где сидят, допустим, 3 сильных типа, которые тебя стригут. В глобальном рынке всегда есть движение, всегда есть возможность, всегда есть куда пойти. Ты не зависишь от этого. Рынок огробен, и в нем всегда кто-то ошибается, создавая возможность лично для тебя. Если кто-то еще не понимает, как строятся рынки, напишите в комментариях, я объясню. Именно поэтому я бесконечно далек от мира покера. Как развлечение можно, но это все азарт. Друзья, еще одна прибыль, и она фиксируется мной. Прекрасно. Кажется, снижение уже медленно останавливается, но у меня есть чувство, что еще пару хороших сделок мы здесь с вами сможем выловить. Выжмем максимум из этой ситуации. Это как раз тот момент, которого в покере просто быть не может. Хотя, может быть, определенные картежники меня поправят. Пишите в комментариях под видео, если вы жесткий игрок, обсудим ваши доводы по этому поводу. Я тем временем снова буду открывать шорт. И сейчас дам вам еще один аргумент за трейдинг. Тут нет потолка и дистанции. Ты не должен ездить по турнирам, жить в отелях, тратить силы на перелеты. Твой офис — это любое место с ноутбуком, где тебе комфортно. Твой доход не привязан к количеству часов, которые ты сможешь провести за столом. Понимаете, да? Правильно выстроенная торговая система может работать и приносить деньги практически на автопилоте. Или буквально на автопилоте, пока ты спишь. Пока ты летишь на море, читаешь книгу. Ты торгуешь не своим временем, а своими знаниями, своей дисциплиной, своим опытом, в конце концов. А в конечном итоге ты сам себе босс. Ты сам себе аналитик, сам себе риск-менеджер, ты не зависишь от команды, от турнира, от дилера, от сдачи карт. Ты можешь принять решение и нести за него полную ответственность. Весь профит только твой, весь убыток тоже только твой. Ребята, ну это космос просто. 3400 у нас есть. Надо сделать итоговый результат. Максималка 3000. Так, окей. Надо сделать чистейшую сделку, чтобы не потерпеть фиаско в самом конце. Откроюсь на новой минуте. Поехали. Так вот, вывод по теме. И в покере, и в трейдинге мы зарабатываем за счет риска, вернее за счет готовности. Как раз таки этот риск на себя брать. Тут важны примерно одни и те же качества, но правила и нюансы возводят в глав разные вещи. В покере часть успеха — это блеф, умение скрывать эмоции. Также важно контролировать свой баланс. В трейдинге блефовать абсолютно бесполезно. Рынку вообще все равно. Улыбаешься, ты плачешь, пофигу. Здесь вся игра проходит у тебя в голове. Это битва с двумя гигантами. И как бы то ни было, победитель только один. Поэтому нужно победить не кого-то другого, а только самого себя. Это максимально честная и прозрачная схема работы, где весь результат на 100% является следствием твоих действий. Нет никаких случайностей в раздаче, поэтому покер — это азарт, а трейдинг — это честный труд с балансом в $5023, друзья. Пора останавливаться и подводить итоги.
Ну что, друзья мои, делаем вывод, что профессиональный картежник, возможно, будет иметь какие-то перспективы в сфере трейдинга, а хороший профессиональный трейдер сможет заработать и на покере. Хотя для меня покер — это скорее азартная игра, а трейдинг — это стабильность и способ заработка. Если вам понравился этот видос, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я буду очень вам благодарен. До встречи в моих новых видео. Всем пока!